Все одно и то же, только цвета разные. Скукатища. Научился делать что-то и штампует. Миша, все одно и то же. Палки и серые стены, где креатив? Мы часто видим такие комментарии под обзорами. И за время работы этого канала мы многое вам уже показали. Десятки квартир за миллионы долларов, холостяцкие и семейные, с островной кухней и даже островной ванной, с каменной стеной, витражами и лучшими видами. И вроде бы было все, но этот выпуск будет особенным. Сегодня у нас невероятное событие. Встречать нас впервые в жизни этого канала будет сам хозяин квартиры. Погнали! Но сначала вернемся на 30 дней назад. Тут работает Hot Walls. Заходите. Это у нас квартира 178 квадратных метров. Я вообще очень люблю квартиры вот именно на этом этапе стройки, потому что практически все готово. У нас уже пол положили, потолок выложили инженерной доской, стены все готовы, и осталось только вот собрать мебель. На самом деле прикольная гостиная получается. Вот это все гостиная. Вместо вот этих всех коробок тут встанет диван от Минотти. Мы его скоро соберем и сюда поставим. Вот там. Пойдем покажу, у нас есть новиночки здесь. Здесь у нас встанет кровать, и за ней встанет вот это вот все, это тканевая панель. Это реальная ткань. И дальше смотрите, самая лучшая компоновка спальни, это когда у нас ванна идет через гардероб. То есть ты такой, хочешь пойти спать, ты идешь через гардероб, свои трусишки снял, положил куда-то сюда, пошел мыться, помылся, такой весь обтерся. Пришел в гардероб обратно, одел трусишки новенькие и спать пошел. Давайте покажу, что здесь интересного. Это огромная душевая, в которой просто внутри еще стоит ванна. То есть здесь можно лить воду в ванну, потому что уходит все. Можно проливать воду из ванны, вдруг дети какие-то плескаются. Вся вода сюда у нас будет стекать вот в этот вот душевой трап. Пойдем еще кое-что покажу. В видео про теневой шов все спрашивали, кто делает эти вот профиля. Вот он здесь стоит, красивый профиль. Но здесь этот профиль стоит не только внизу, но еще и сверху. Здесь мы сделали отступ не на потолке, как обычно мы делаем, а на стене. То есть стена немножко отходит от потолка. Так мы сделали вот это вот схождение. То есть у нас стена хорошо сходится вот этим вот шкафом. Фасады у шкафа всегда не доходят до потолка сантиметр. И мы как раз подвели верхнюю часть к этим шкафам, потому что у нас тут все просто в шкафах. Такая вот история, как будто бы лучше. Пойдем еще кое-что покажу. Тут у нас умный дом, всякая фигня, это вам не интересно будет. Вот эта стенка, это мутина. Ну, по сути, это просто кирпич. Мы из Италии привезли кирпич. Кто еще так делает? Мутина делает вот такие вот кирпичи. У них разный дизайн бывает. Кирпич вроде бы отлит со всех сторон, и он в целом ровненький. Но это же итальянцы, конечно же. Они всегда наколхозят любители. Они с одной стороны делают вот такой неровный. И нам пришлось каждый кирпич подшлифовывать. Они ровно друг с другом встали. После того, как мы все отшлифовали, вот видно. Видишь, вот здесь вот торчит немножко герметика. Из-за того, что здесь никаких пазов нету, не во что воткнуть и приклеить внутри, все это приклеивали на жидкие гвозди. Но жидкие гвозди, они такие беленькие, а кирпич оранжевый. Мы его, значит, капали 2 капли жидких гвоздей. Вот сюда капельку и вот сюда капельку. А вокруг каждой капли мы промазывали оранжевым герметиком. Кирпичи друг на друга ложатся, все растекается, и мы видим снаружи только оранжевый герметик. Если вы вдруг в России и у вас производство кирпичей, посмотрите, что можно улучшить в кирпичах от Мутина. Разлетаться будут как горячие пирожки, потому что мы везли кирпичи из Италии. Это ж просто жесть. Пойдемте покажу кухню. Это кухня от Polyform. Она немножко такая необычная. Здесь у них, вот смотрите, это алюминиевые планки. Посмотрите, здесь необычной формы ручка. Ручка здесь, она везде под угол. И здесь под угол, и здесь под угол. И у нас получается реально очень удобный способ открывания ящика. Потому что вот здесь у нас немножко такая рифленая поверхность. Пальцы здесь реально кайфово открывают, держатся хорошо. Здесь достаточно высокое расстояние. Места хватает, чтобы пальцы засунуть и открывать их.
Удобная штука. Сейчас мы начинаем доделывать вот эту вот кухню и убирать вот здесь вот это вот все и ставить нормальную уже чистовую мебель. Все, погнали смотреть. Михаил, приветствую. Приветствую. Прошу. Это Юрий. Вообще на канале у нас никогда такого не было, чтобы хозяин квартиры показывал свою квартиру. Попросил бы, на самом деле, я тебе рассказать не только про плюсы, но и про минусы. Хорошо. Представьте ситуацию. Вы лежите в теплой кровати, подушка и одеяло приняли идеальное положение, закрывайте глаза. И тут вспоминаете, что не выключили свет в ванной. Не беда, ведь умные устройства Сбер из линейки Atlas Design Smart решают эту проблему. Не хочется вставать и идти выключать свет, можно просто сказать: «Салют, выключи свет». А если на полпути из дома вспоминаешь, что не выключил утюг, просто заходишь в приложение и отключаешь умную розетку дистанционно. В линейку Atlas Design Smart входят умные выключатели, розетка, и скоро в линейке умных устройств Сбер появится термостат теплого пола. Все можно устанавливать в стандартный подрозетник и комбинировать с классическими рамками Atlas Design от System Electric. Форма, цвет и фактура точно совпадают друг с другом. Узнать больше про умные электроустановочные изделия Сбер и другие устройства умного дома можно по ссылке в описании. Сразу первый вопрос. Как ты согласился на эту металлическую стену? Мы когда в студии рисовали, Кристина ее нарисовала, мне показывает, я смотрю, говорю, офигенно, но тебе, скорее всего, не согласуют. Стена мне сразу понравилась, потому что она такая акцентная, и вокруг нее, собственно говоря, строился весь сюжет, Да. в том числе и цвета кухни. Сколько мы делали металлических каких-нибудь шкафов, всегда они приходили с какими-то вмятинами, какими-то царапинами. Это конкретно не металл, это такие панели. Выглядят как настоящий металл, но у нее вообще нет никаких минусов металлических панелей. Здесь за потайной дверью находится мастер спальни. Вообще спальня получилась очень крутая. Кайф невероятный. Еще, кстати, ребята молодцы. Очень хорошо попали в цвет с этими вот панелями и шкафами. Компания Nixie делала всю встроенную мебель. Они сделали очень крутой шпон. Вот здесь практически нет тангенциала. Нету сучков, она такая ровненькая, однотонно залитая. Вообще мало кто умеет делать хороший шпон, это там огромная проблема. И обычно мы приезжаем прямо на фабрику и выкладываем шпон вот так вот, прям как он должен быть. А здесь Nixie, они уже наученные, и они выложили идеально. Гости, друзья, кто уже побывал здесь, они были удивлены, что это российский производитель. В Питере делают. Очень рекомендую, классные ребята, и действительно по качеству это топ. Здесь мы проходим в санузел через вот этот вот открытый, большой, красивый гардероб. Не скажу, какой производитель. Италия, демократичный по цене, но очень качественно и несложно было монтировать. Вообще шедевр и произведение искусства вот за этой дверью находится. Дико кайфую от этой ванны. Здесь вот в этой вот ванне за раковинами стоит вот такая вот панель. Керамогранит от порцеланоса. Да, испанский керамогранит. Мы еще возим его. Хоть он пытался уйти из России, но мы его все равно возим. Компания Бамонт возит нам этот керамогранит. Оно прям дает какой-то вау-эффект. Когда ты вот заходишь, думаешь, блин, это же дерево. И как мы сейчас тут будем мыться? Такой вот есть небольшой диссонанс. Вот это же дерево, оно не только здесь вот у нас находится и подсвечено сверху, а оно органично переходит вот так вот в душевую. И здесь максимально кажется, что это сейчас шпанированная панель, и она разбухнет к чертям просто после первой же приема ванны. Кстати, хотел обратить крутое решение. Спасибо тоже ребятам, предложили. Я не знал, кто это реализовывал, но это очень круто сделано, потому что смывная панель, она Прямо из плитки, да. Это высший пилотаж в плиточном искусстве. абсолютно, это просто гениально. Таких строителей мы называем у себя эльфами. Их же не существует, но мы за ними гоняемся и ищем их всегда. А здесь у нас, смотрите, полочки Boca Line. Это нержавейка, выглядит просто невероятно. Короче, ванна — это просто какое-то произведение искусства. Можешь приходить, пользоваться.
Пойдемте дальше, у нас еще есть очень много помещений, еще целых 2 спальни, санузлы. Погнали туда. Да куда ты снимаешь-то? Вот же, вот. Новый шоурум Бокарум. Пойдем, покажу, что у нас тут делается. 96% готовности. Остались последние какие-то штришочки. Пойдем посмотрим, что осталось. У нас сейчас тут темно, потому что мы заклеили окна тонировкой, чтобы снаружи не видно было стройку. Здесь у нас, смотрите, здесь невероятный, охеренно красивый остров. Это просто произведение искусства какое-то, этот остров. Здесь у нас куча диванов станет. Сейчас вот это все поубираем. Сегодня 3, а у нас осталось еще 5 дней примерно. Через 5 дней мы откроем шоурум, поэтому мы победим эту стройку. Ну, мы стараемся победить. У нас здесь 400 метров красивейшей мебели. Мягкой, кухни, шкафы, гардеробные, все, что хотите. Все прям торопятся, стараются, чтобы через неделю вы уже могли прийти. А я оставлю ссылочку в описании на то, чтобы записаться самыми первыми на просмотр. Москва, Пресненский район, ЖК Лаки. Записывайтесь, приходите, а мы продолжаем. У нас была договоренность негласная с Кристиной. Я говорю, я где-то буду вставлять свои хотелки, но за это я вам отдаю гостевой санузел. Делайте в нем что хотите. Ну, сразу туда. Сразу видно, да, что Кристина бунтовала и поставила ручку необычную, что там ничего не видно. Здесь у нас плитка Мутина. А вообще дизайнеры с ума сходят по этой плитке, потому что она практически вся разная. Здесь такой рисунок, здесь такой рисунок. Еще один будет сюрприз от Мутина, чуть-чуть попозже я покажу. Вы там вообще офигеете от цены и от того, что это. Давайте я добавлю. Получился потрясающий остров. Внешнюю часть уже здесь мы допроизводили, потому что это не кастомная кухня. Старались уйти от ручек. С той стороны у нас голые ручки, здесь просто push and open механизм. Конечно, проблема. Это просто бесит. Когда ты подходишь, все, у тебя сразу открывается, и ты постоянно закрываешь. Вот я сейчас просто прислонился сюда, и она... Да. Вот открылась. Здесь нам вообще очень хотелось, конечно, сделать остров, не похожий на остров. Если мы делаем ручку, даже голо, она уже сразу же будет похожа на, на кухню. Да. Это видно, что это кухня. Но, естественно, красота и функциональность, они вот постоянно граничат между собой. Хотел обратить внимание, как, опять же, ребята по плиточникам, насколько они качественно по запилам под 45 все это сделали. Это Дектон у нас практичный, не дешевый, но очень тяжелый в работе, он достаточно хрупкий. Не один я хожу и вот про 45 запилы фонтанирую. Здесь у нас система самоспас, все предусмотрено, все-таки 15 этаж. Мы сделали анкеры специальные с 2 сторон квартиры, и в случае, не дай бог, какой-то непредвиденной ситуации, можно спокойно в течение 15 минут всех эвакуировать с любого окна. Так, кухня. Еще никто не пользовался кухней, но я помню, что ты мне рассказывал про смеситель. Да, я хочу сказать, что Амаикири смесители очень крутое решение. Они сейчас новую модель Канта сделали тоже так. Здесь обратно-осмосическая система, питьевая вода. И этим же краном управляется просто подача горячей холодной воды. Очень эстетично. Ушли от дополнительного крана, ручки. Здесь варочная поверхность. Очень классное решение. Дает некий тоже уют. Все-таки ты перегораживаешь зону готовки. И еще это работает синхронно с вытяжкой. Вот, включается здесь, и здесь наверху вытяжка. А почему, кстати, не вытяжка, которая встроенная? Если бы мы сейчас сделали, мы бы тоже взяли. Кстати, у ВАСКа есть хорошее решение, но мы тогда не могли предполагать, как визуально будет выглядеть и насколько будет глубокий остров. Наверное, какой-то стереотип. Мы хотели, чтобы вытяжка не просто выполняла функцию вытяжки, а была некая закрытая поверхность. Перегородка, да, потому что ее можно не опускать и визуально с той стороны не портить сырыми блюдами настроение нашим гостям. Как будто бы даже на самом деле не то, что не портить гостям, а наоборот, в классных ресторанах подача в виде доготовки – это фишечка. Стоишь, жаришь стейк, и все это видят, и это как будто бы очень классно. Таких вытяжек, когда встроенная варочная поверхность, у нее еще дополнительно есть вау-эффект, когда ты что-то жаришь или варишь, туда прям вот засасывает пар, да? Пар. И это так красиво выглядит. Это сейчас у нас на потолке. Та же доска Косвик, как и на полу. Это интересное решение, мы достаточно сложное для реализации ребятам, кто производил ремонт. Но это все равно довольно такое экзотическое решение. Не всем подходит и не всем нравится. Вот здесь, кстати, сейчас прям мы стоим,
и на нас поливает вот этот вот увлажнитель. Многие вот клиенты у нас говорят: нет, не хочу увлажнитель, вода конденсируется на полу или на поверхностях. Но это абсолютный стереотип, потому что вода здесь обратно-осмотическая система стоит, она абсолютно фильтрованная, она не поливает, она распыляет, и вот на этом уровне уже здесь никакой влажности нет. Но у меня, кстати, дома стоит такая же штука, и я пользуюсь ей вот всю эту зиму. Это лучшее вообще, что я купил за последний год. Слушай, а мы можем рассказать, чем ты занимаешься? Потому что там сейчас очень много, я предвижу комментариев. О, это чиновники только такие квартиры заказывают. Но на самом деле у нас вообще за всю историю Hot Walls было всего 2 чиновника. Даже 1,5. Один стал чиновником после того, как мы начали ремонт делать. Я занимаюсь уже много лет логистикой, контейнерные перевозки в сфере железнодорожного транспорта, формы, контейнеры. Перевозим, в том числе мебель. Возможно, где-то вы косвенно являетесь нашими клиентами. Очень много связано с чиновниками. Поверьте мне, в нашей стране многие ребята действительно отдаются, работают, и из этого никуда не уйдешь. Так, пойдемте дальше. У нас еще есть очень много помещений. Очень необычная детская, потому что в этой детской у нас стена из кирпича, и каждый такой кирпичик стоит 9 евро. Здесь примерно 250 кирпичей. 250 кирпичей. 9 евро за кирпич — это примерно 900 рублей за кирпич. Ну, реально крутая штука. Интересная, необычная. Редко встретишь себе вообще кирпичную стену в живой кладке. Детская кровать Бока мини-бед — это одна из самых удобных детских кроватей вообще, которые есть в целом на рынке. Там не получается в детскую поставить какой-то диван. И вот эта кровать, она как кровать-диван. У нее есть спинки, ты просто кидаешь плед, и у тебя диван. Вообще, вот этот вот еще очень крутой стул и стол. Растущая мебель для маленьких школьников. Это Мол, Да, Мол. немецкая компания. Может быть, тоже в угоду практичности, но это здоровье детей, поэтому очень важно, чтобы им было комфортно. Кресло поднимается, регулируется. Стол поднимается, эта часть поднимается. Еще и вот эта вот тумбочка выезжает и служит еще и пуфиком, то есть еще какие-то друзья могут прийти и тоже вместе там сидеть. Очень крутая детская мебель. Заботьтесь о здоровье ваших детей. Да, согласен, да. Так, еще у нас есть 3 помещения. Это еще одна детская. Это детская дочери, моей любимой Дарьи. Получилось достаточно светлое, уютное очень, благодаря в том числе дивану от Бока. Функциональная. С вашего проекта в Сити подсмотрели вот эту Лага, по-моему, кровать. Она как кокон. Самая необычная и красивая детская кровать, что есть вообще. Кстати, сразу видно, что это детский шкаф. Да. Тут чуть ниже плечики расположены, чем обычно. Так, дети у нас должны ходить куда-то в... Потайная дверь. Это у нас детская ванная комната. Вообще, я не любитель стеклянных перегородок на ванне. И мы максимально их убираем, ставя вот такие вот приятные текстильные шторки в ванну. Это, кстати, одно из лучших решений, которое было предложено, мы согласились. Это не просто как клеенчатая занавеска, как обычно делают. Да. Это специальный материал из парусины делается. Ну вот это вообще восторг, на самом деле. Очень приятная ткань. Но из самых важных помещений вообще, это же особенно когда есть дети, это техническое помещение, постирочная комната. Здесь я заморочился, то есть подошел очень педантично. Винный шкаф поставили здесь. Здесь есть сушильный шкаф, тоже должен быть проектирован с вентиляцией. Вот мы постирали, а здесь мы посушили постельное белье, полотенца, спортивные какие-то вещи, ну что-то довольно грубое. Обычные вещи нужно сушить вот в таком вот сушильном шкафу. Он занимает немного места, он вот так выдвигается здесь. А он очень деликатно сушит вещи, потому что используется всего лишь один вентилятор вот там сверху. Стоит вентилятор и естественной вентиляцией высушивает вещи. Ничего здесь не портится. И очень важная здесь штука — раковина в постирочке. Это вообще любая домохозяйка, которая гладит вещи, скажет вам большое спасибо. Тут можно и застирать, и наполнить воду в отпариватель и так далее. Вообще очень удобная штука.
Ну что, мы вино поставим? Как раз первую бутылочку распаковали. Кайф. Спасибо. И тебе огромное спасибо, что ты вообще согласился показать свою квартиру. Надеюсь, что наша семья здесь будет развиваться, жить, получать удовольствие. Всегда вспоминать вас и вашу команду.